75 миллиметров. Кумулятив, нет? Да. Немецкий кумулятивный снаряд. Красивый. Тебе нравится, Катя? Что надо? От самолета часть. Думаешь? Да. Смотри, как немецкая причем. С бирочкой. О, блин. И бирка сразу. Валерий, щелочку дайте нам. С цепочкой. Да, цепочка, крутилочка. По-моему, миномет. Думаешь? Мне От тоже кажется, миномета? что это от миномета от ног 50-ки. Или что-нибудь такого. Вот это классная находка. Газаич, смотри, походу от миномета запчасти. Ахтунг, что-то там. Давай, только аккуратнее. Давай, щеточку. Давай вокруг. губочку, губка есть. А, губку, да. Ахтунг, смотри. О, блин, а. Вот это классная находка, смотри там. Ахтунг, Эрц, что-то. Не. Так что, ребята, да, это, скорее всего, деталь от миномета. Пока сложно представить, какая. Ну, посмотрим. Если у вас есть мысли, пишите в комментариях. И смотреть, один Миша знает, что это. Ох, это 50-миллиметровый снаряд. Немецкий. Но ему досталось то, что он отрикошетил, скорее всего. Нет, он не стрельнул. А, смотри. Их, наверное, уничтожали. В танке, видимо, он жахнул в танк, Ну, или там, да. когда взорвался за сегодня. Ну, красавец, конечно, он весь в краске. И очередной сигнал из глубокой лунки. Ох, Это был какая же... карабин. А? Карабин. Я сначала подумал, что это маузер. Я тоже. Карабин Мосина, ребята. Ну, нечастый гость здесь. Очень нечастый. Состояние более-менее, кстати, на самом-то деле. Только дерево, он походу горел или что-то случилось. Потому что ствол, смотри, он ровный. Без танка. Танки лежат. Где в машине? Редкий гость, очень редкий Да. гость. Но он саперный, видишь, магазина нет. Еще он Взорвался, может быть. обломлен. Рубили лед и мох. И под ним винтовка Мосина. Нет, не угадал. Ох, в каком состоянии. Подожди, не торопись. Охренеть, такого мы еще точно не видели. Да. Я с этим согласен. Прям видно, как следы от кисточки. Поближе? Нет, так же. Давай показывай обратную сторону. Тут не все так красочно, конечно. То осколками, смотри, попало ей. Угу. Это вообще размятое. Да, вот это состояние. Все в родной краске. 21.11.42 года. Вот как и по заводу. Я думаю, уже оборвались ручки. Не, надо повернуть, там пазы, и вставить. Заводом-изготовителем так предусмотрено.
А, это чехол для стволов МГшных. Что же с ним стало? Вроде крепкий, да, был? Был. То ли тренировались в стрельбе. Да, я думал, что это с взорванного танка. Потому что вот этот осколок Ну прошел. да. Просто все изъявлено осколками. Но покрашен он был добротно. Все вырвало. И очередной сигнал прямо у дороги. Болванка огромная. Что это? А, банник. Банник. Для выбивания снаряда. Из ствола, если Может, заклинить. наоборот, для Нет. установки? Нет, это если снаряд в казне заклинил, А, с не внешней стороны. выстрелил. Я И же понял. Его же не всегда можно Короче, вытащить. Вот такой банничек. Ну классно. Был бы он еще с палочкой, было бы красиво. Палочка накручивается. Посмотри, часть дерева осталась даже. Все дерево, я думаю, осталось. Потому что внутри тоже он деревянный. Мгм. Металлический. Только вот эта часть и вот эта. М. Клейма можно поискать, в принципе. Ну, это советский. Не факт. Мне кажется, советский. У немцев было что-нибудь бакелитовое. Да, нет, как раз у немцев... Юр, мы находили же для Пака банник с тобой в Новгородской. 37-го. Он точно такой же. Только поменьше. Клейма вот здесь должна быть, по-моему. Видны, ребята, следы нарезов. Если присмотреться, идут линии вот так вот, под углом. И вот здесь продолжается, вот здесь. Напомню, на дворе минус 20 градусов. Холодрыга. Примерзает перчатку. И редкий гость на этих болотах. Немецкая каска, ох, печаль с ней. Не повезло. Вся в осколках. Накрыло здесь немцев. Ну и слава богу, что не советская. Немцев кому-то досталось. Итак, ребята, Миша говорит, что продолжают идти останки танка Возможно. немецкого. Ну, посмотрим, что это будет в итоге. Ну, видимо, железо какое-то толстое. Какой-то механизм открывания люка, может, нет? Нет, вон провода идут. Это шильдочки. Миша, он рыбку убил. Тротанов много всплывает. Ладно, не сказал, что тут броня когда ходили. Цепочка тоже. Где? Ну, прям там. На нем. А, да. А может быть детали на самом деле отсюда? Откуда-нибудь, например. Наверное. Это конструктивная часть. Кадр для знатоков. Военной техники. Ну, это 100% станк. По-моему, Всё. 100% с немецкого. Ну, это естественно. Где-то тут лежит танк, ребята. Вот такая, ребята, мина.
Крышка у него отлетела, так что она вдвойне опасно стала. Ставить не будем на место. Ну, можно поставить аккуратненько. Да, ну, Да, не хочется. Опасаешься. страшно. Тоже прекрасное состояние. В родной краске. О, 13. 19:11. 42. 19 ноября, да? Какого было? Тоже? Не помню. Было 5 минут назад, но уже все забыли. Ох, еще одна красавица. Опасная. Зеленая. Это уже, кстати, декабрьская. Предыдущие ноябрьские были. Тоже 11 ноября было, а сейчас 11 декабря. Конечно, после тех она уже не так эффектно выглядит. Ты вставь наоборот. От плохой к хороший. Ну, думаю, что меня... Потом магнитом тут. Во всех ямах подлиннее. Стороны. Она в ногах, сказала Екатерина. да. Долго я ее доставала. Знакомая. Если она, то это либо лопатка, либо каска. Веска. Ох, нет. Блин. Сложно, точнее, надо было догадаться. Рядом такая же была. Ее, пожалуйста. Сейчас. Держу. В какой стороне, интересно, была Сейчас почистим. заглушка? Знакомая. 14 декабря на этот раз. А там было 11 декабря. Последний. Вот мне. Вот думаю, чекать. Зажигалка, да? Здесь все надписи стерлись. Но все равно она свежа. Первый прикол. Толщина льда, первый прикол. Ох, Миша наловил рыбу. Ротанов, капец сколько. О, господи. Сейчас все приду, ребята, заполонили ротаны. Они всю другую рыбу выживают. Они размножаются, как кролики. И вот они всплывают со дна. Ну, хватит. Ладно, выпустим сейчас обратно. Что-то мне кажется, это мина ТМИ-35 у Михаила. Ой. Тут несложно было догадаться. Накидано их тут немало. Тоже взорванные каким-то. Нет, соперник. Видишь, вызыватель. А может он не включился. Ну, крышка-то должна быть в любом раскладе. Ну да. Минный день сегодня. Еще одна мина 100%. Нет. А! Переверни. А нет, вот. эта сторона выцвела. Да. ЛБ 7076. Ой, это старый номер, между Ну, прочим. конечно, старый. Не за времен. Да. Нет, Нет. это 76-й годов 50-х, регион. наверное. Но, не, попозже, наверное. Не-не-не, Не, Юра, там 3 буквы было. Раритет, ребята. Но он черный, ему конец, конечно. Еле-еле жив он. Ленинградская область, 70-76, это чуть ли не самые первые номера. Огонь. Крутейшая находка, на мой взгляд. Ну, угадайте, что у нас? Мина ТМИ 30, 40, 41, 40. Катя, тут яйцо плавает. Смотрите, всплыло яйцо немецкое. Граната, так называемое яйцо. Легкая. Легкое, ну, видимо, все взрывчатое вещество вымылось со временем.
Ну, плавает. Даже Почему не так золотые предметы не всплывают? У меня тот же вопрос. Не было. Это... Ух, смотри, она вообще прелестная. Я не вижу. Здесь похуже. Я вижу разнообразие пока ротана у нас сегодня плавают. Всячески. Да. Ох. Только на этот раз это уже не... Это уже 35-я ранняя мина, ребята. До этого 42-е тут в количестве попадались. Сегодня это опасная находка с алюминиевой крышкой. Так, ребята, тем временем у нас вылезла еще одна ТМ-35, мина противотанковая. Кстати, она в африканском каком-то камуфляже. Да. Сейчас мы помоем и увидим это. Зеленая, желто-коричневая. Ну, просто летний, наверное. Ох, Это, скорее всего, но она реально красотка. Опасная до сих пор. 38-й год, по-моему. А что у нас на дне? Покажите, сударыня. Ух, она вообще... О, что-то прилетело в нее. С этой стороны. Да, он его сдуло. просто, наверное... Не-не-не, я думаю, это осколок прилетел. Вон, с этой А, стороны. вот Нет, осколок. вон, с другой стороны, посмотри. Видишь, входное? Ага, а вот, Это пуля. а вот осколок. Это пуля, Торчит, походу, наверное. прилетела. Пулька, пулька. Торчит что-то, видишь? Да. Это Все представляешь? испортит. Ну, цвета, конечно, классные. Ну, это почему, может, летний вариант же, они танки красили в такой же цвет. Как новенькая. Да. Ребята, Михаил достал старинный мотоциклетный номер 60-х, наверное, годов, 70-х. Кто знает. Да, может, пораньше. Интересная У находка. нас 72-го был Но год. больше, конечно, нас интересуют находки по войне. Итак, Михаил просто у нас... Ух. О, это, Это- еще круче, между прочим. Ну, то, что эмаль сохранилась. А, белый номер. О, да. ЗМ. ЗМ 0909. Блин, АБМ было бы. Можно было бы за немецкий сделать. Куча... Может, это 3М. Не, а что Куча- ж, я же говорил, Б надо набить, а вы З набили. Блатно номер, между прочим. Да, 0909, да. Вот это. Ох, нет. Ну, много с краской, я ошибся. Да, я просто на перекрашен. Видишь, там кусочек такой есть. Сейчас. Это, ребята, ТМИ-35 Кстати в говоря, идеальном очень состоянии. Смотри, Смотри, тут как латунный. иголка выбита цифра 88. Вот такая она. Краски у него чуть-чуть только немножечко до грунта поцарапана, а так вся в родной краске, как из музея. Да, ничего нет. Даже болтики, смотри, Миш, стальные выжили. Даже болтики в идеале. Очень редко, ребята. Минус 20 температура. Ой, снарядик, соточку. Смотри, какой он красивый. Да, смотри. Ой, смотри, красота. Стрелянный 100-миллиметровый немецкий снаряд. Стандартное клеймо ФЕС. Тяжелый какой. Тяжелый. Опасная находка. Стрельная, нос у него срублен. Рикошета, видим. Итак, минус 20 градусов. Эта находка должна нас согреть. Почти. Лысьва вижу. Советская кружка. Стандартный набор. Эмалированная. Красивая. Эмаль сохранилась. Но графит все равно. Такая все равно весь. Ну все на эмали держится. Сейчас проверим, Тяжелый, посмотрим. тяжелый Вполне как возможно, что и солдат там будет. Да. 70 лет назад кто-то из нее пил. Смотри, только помыли, сразу же уже лед кристаллизовался. Как артефакты достаются. Боже ты мой. Я был на краю. Вот такие красотки. На магнит сразу две достал. Жалко, клейма не видно.
Все в родной краске. Слава богу, без детонаторов. Год посмотрим. На пробках? 42-й. Красота, да, 42-й год. Опасные находки пошли. Настолько опасно, что они самоуничтожаться начинают. Ручка оторвалась. И он пузырится. Беги. Да, противогаз. На газа я подсмотрел. А нет, смотри. Лопатка советская с деревянной ручкой. Ну, противогаз там точно будет, судя по кусочку. Может, и солдат. Тоже, смотри, такая же, как находили. Ну, она не квадратная. Та-то квадратная была. Да, это упрощенная, но не квадратная. Минус 20 температура, все парит. Продолжаем, продолжаем. А вот и противогаз. Стандартный набор бойца. Еще один. Кстати, этот второго размера, а этот первого. Сейчас, ясно. Проверяем. Что там глубоко? Ох, 80-миллиметровая советская мина. Довольно-таки неплохая. Здесь мы находили подобное уже. Даже в ящиках. Здесь. О, уже замагнитил. Даже не знаю, что. О, Сейчас отклеится. Это, ребята, ящик для пулемета Максим. уже использовали. Да, уже не то, что использовать. Вот он. И сразу его можно... Обратно, что ли? Да нет. Нет. Тут сообщение недавно пришло. Какое? Подорожал металл. Касается. Да, вот такая минометная мина. Шла. Все вокруг гнилое, но зато такие находки в идеальном состоянии. Вот как так? Да бывает. Мне кажется, это нечестно казать. Да все от свыше, мне кажется. Что должно хорошо сохраниться, тут-то плохо. Ну почему-то хвост, смотри, новый какой, а такие обычно другие же идут. Ну да, да. У немцев можно спутать с немецким, когда достаешь, Ну да. но у немцев нет вот такого скоса, Да. вот этого. У немцев всегда прямо идет. Вот такая вот с надписями, даже надпися сохранили. Появилось хоть что-то не похожее на осколки. Советская лопатка. Деревяшка у него разломана. Не сейчас. Ну да, видно, видимо, взрывом. Опять. Клеймо посмотрим? Ты зря смеешься. Немецкого, советский ящик. Деревяшка даже сохранилась. Вторая половинка тоже, наверное, там. Патрончики тут же. Это патрон тоже. Ну да, для... Подожди, Для нет, летучки. это баночка какая-то, Юр. Это именно баночка, это не патрон. Скрываем. Закрытая. Ну давай, что там? Как раз для запасного Вышибного заряда. шибного заряда.
Не бомбите в комментариях. Это не опасно. Там ничего нет такого. Да, блин. Миша грустный, потому что находки печальные. Опасные только. Все взрывается. То патроны, то гранаты. Где все интересности? О, посмотри, как он. Патроны. Патроны как новые, как с завода. Латунь желтая. Пулька ранняя, Мельхиор, да? В данном случае это советская лопатка. Полностью в дереве. Немного поеденное временем, но все же. Под губкой далеко? Губка сейчас будет. Клейм не вижу в упор. Где они сохранились. Бумаги прижимать дома тоже. Есть. Есть. Держу. Подожди. Это снаряд 100 миллиметров. Подожди, а рано это получается сказал? Готово, поднимаем. Откуда он знает перед тем, как он достанет? Потому что я обладаю экстрасенсорными. О, это 150, 120. Ух, красота какая. Подожди. Это 150 получается. Ну, причем какой-то он, это не корабельный. Какой-то другой, не тупан, это остроносый. Да, остронос, это так. Мы таких еще, по-моему, тут не встречали. Поворачиваем. Фес, смотри, он какой красавец. Поворачиваем. Да, это не просто. Больше пока ничего не видно, но выше будет надписи. Я как раз обтираю выше. Ох. В скоб... Так, чуть-чуть Длинный алюминиевый нос. Ну, отрывай магнит. У меня сейчас длинный алюминиевый нос будет, красивый. Нос со вмятиной. Сейчас. Кать, готова? Ну, поднимать его не надо. Куда положим? Отпусти, Кать. Кать, отпусти. Аккуратнее, ребята. Так, алюминиевый нос и вот вмятина. Где вмятина? А он на кончике, видишь? О, нашел вмятину. Я про минимум. И у нас, ребята, находка. Ох, понятно. Как обычно, здесь ведра. Слушай, непростое ведро. Походу старинная, ребята. Ну, краска, по-моему, как раз. Смотри, у него снизу это крепление для... Переворачивания? Чтобы на журавля его, наверное, вешать. Не знаю, может быть это как раз что-то для добычи торфа. Да, я буду... Ну что-то с этим связано, может быть. Судя по окрасу, знаешь, по-моему, краска на войну. Сложно сказать. Все такое мятое, перемятое. Я вот понять могу, оно оцинковано или из алюминия? Вряд ли алюминиевое, а по весу какое. Да, обычное ведро. Значит, вряд ли алюминиевое. Да, магнитиком Лёгкое. попробовать. Да, кстати, могу. Кераса. Угу. Нижняя часть трусы. Трусы, даже сказать. Защита того, что ниже пояса получается. Получается, краска сохраняется. Значит, здесь кто у нас? Разведчики вроде? Здесь сапер. Пулеметчики. Итак, ребята, очередной сигнальщик у нас. Катерина на этот раз нащупала своими ножками. Оп. И это очередная нижняя часть. Миша называет почему-то трусами, ну ладно.
Катя достала трусы. Это, грубо говоря, бронежилет, ребята. Времен войны. Еще часть зеленой краски осталась. Блин, почти в идеальном состоянии. Можно почистить, кстати. Раньше были такие броненагрудники. Они были многосекционные и скреплялись кожаными ремнями, чтобы человек мог как-то наклоняться, перемещаться безболезненно. И вот это нижняя часть. Ребята, а это как раз верхняя часть, сверху идет. Правое плечо. Ну давай попробуем, как это выглядело. Подожди, это так? Да, это так. Тут левая сторона и дальше брюхо. Это же многосекционный. Ну самый я первый. понял. Самый Это ранний. первый, оказалось верхняя часть вот так. Ну, Нет, это именно вот так. Это именно наплечник правый. а вот и это пояс? Да. Та самая часть, которой не хватало? Ну, одна из... Или нет еще? Но у нас нет Еще. такой, да? Да, у нас такой. Это у нас точно нет. Так, Простреленная это вся, вот это. ребята. Это продолжение броненагрудника советского бронежилета образца какого там 38-го года. Редчайшая хорошо штука. В сборе никто никогда не находил такие. И как раз... О, это подожди, это вторая часть, правая? Левая. Левая. Если с твоей стороны, то правая. Да. И продолжаем собирать Кирасу. кирасу. Бронежилет РКК. Бойцов Красной Армии. О, с ремнями, с ремешком. Нижняя часть, ребята, еще одна. Если вообще проверю, конечно. Экстрасенсорные способности. Да здесь по-любому еще часть валяется. Может еще здесь пройтись прибором? Это еще лучшего состояния, по-моему. По краям только немного. Даже ремешки, ребята, остались. Редчайшая вещь. Тем более с ремнями. Склад минометных мин. Одна без хвоста почему-то. Может, уничтожали их. Либо лопатка. Ох. 100 миллиметров. Немецкий снаряд стрелянный. Со следами нарезов. Что со взрывателем? Это он разлетелся так? Это Ты смотри, он оголил свои опасные части. металлокерамический, который... Где цифры? А вот здесь. Цифра К3, как обычно. Да, это ладно. Выбитая дата у нас не 9 беспокоит. 43-го. Сентябрь 43-го, дата производства. Свежачок. Такие черные следы от нарезов. Ух. 75 миллиметров. Кумулятивные снарядики. Тоже стрельный. Тоже погнил. Вообще жесть. Хоть и алюминий у него есть. Но сталь. Просто пальцем стирается.